Тайная поклонница совсем рядом. Кто же она? Давайте разбираться вместе. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады и на диагностику негатива телефон под видео. Ой, какой вы романтик! Вот каждый из вас, да, каждый по-своему, конечно же, умения, знания, все это по-разному. Но в душе вот вы умеете, да, по крайней мере, вы всегда старались женщинам, ну, доставлять какие-то такие приятные, радостные, пусть и, может быть, у кого-то это не очень умелые, но какие-то романтические моменты. Вы такой человек, когда вы влюбляетесь, ну, вы стараетесь вот как-то, ну, подстроиться, что ли, под женщину, да? Вы даже готовы в каких-то моментах наступить на свою гордость, да? Вы, может быть, даже готовы делать то, что вам, ну, не совсем нравится, только бы ей было хорошо, да? Вы такой человек, который, когда влюбляетесь, вы становитесь, ну, просто патологически такой заботливый. Вот, наверное, это супер забота, это ваш такой огромный конек. Женщины залипали именно на вашу заботу. Это главное, наверное. Я не говорю, что там нет других качеств, да, но вот забота – это то, наверное, чем вы брали женщин, да, вот в первую очередь какие-то красивые жесты. Вы, в общем-то, и сейчас продолжаете это делать, просто уже не с такой охотой, потому что есть некое разочарование, когда раньше вы душу вкладывали, да, в ту же нежность, ласку, заботу. Сейчас, когда это не оценилось, ну, немножко вы разочарованы. А так вообще вы такой человек, который готов носить на руках в прямом и в переносном смысле свою любимую женщину. Давайте как раз по этому поводу сделаем маленький опрос. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вы действительно, вот когда по-настоящему любите женщину, вы готовы, ну, просто растворяться, да, окружить ее тотальной такой заботой, да, нежностью, вниманием. Вот напишите так по-честному только, да. Мы не будем брать сейчас психотравмы во внимание, да, потому что многие из вас могут, конечно же, сказать, что нет, я больше таким не буду, это не ценится, женщины манипулируют, женщины используют. А вот давайте просто вот какой вы на самом деле, да, каким вы всегда были, вы, в принципе, такой и остались. Просто вы свои вот эти вот таланты, да, свою нежность, заботу, все то, что вы делали когда-то для женщины, да, для прежней женщины, вы это засунули куда-то глубоко-глубоко, там где-то оно у вас в душе, да, вот лежит в отдельной коробочке, и вы боитесь вытащить это уже даже в новых отношениях. Есть некие опасения, вот даже те из вас, которые сейчас пытаются строить новые отношения, но есть опасения, что опять-таки могут плюнуть в душу, могут не оценить ваши старания какие-то, да. Поэтому вы очень осторожничаете, вы очень присматриваетесь к своим новым женщинам, с которыми вы, ну, тем или иным образом пытаетесь как-то либо же отношения начинать, либо просто это какая-то коммуникация. Вы вообще, когда, ну, может быть, даже с недавних пор, да, у кого-то это после разрыва, у кого-то это после какой-то внутренней такой переоценки, вы можете вообще теперь очень осторожничать. И даже вот мне показано, что далеко не все из вас, ну, стремятся так очень, ну, вы не торопитесь в серьезные отношения. Да, вам этого может хотеться, но ваши вот эти вот страхи, сомнения, опасения, они некоим образом все-таки, но они влияют, они подсознательно могут влиять, да, вот на какие-то быстрые шаги с вашей стороны. Вы человек, который, в общем-то, на себя может спокойно взять какие-то бытовые проблемы, да. Ну, я имею в виду, вот когда вы в отношениях, неважно сейчас, какой у вас статус, ну, просто я вот вас описываю, насколько с вами резонирует. Вы такой человек, которому, в принципе, женщина, вот если взять, вы не нуждаетесь в женщине, вот как в служанке, да, потому что вы умеете сами делать все, начиная от того, что кушать приготовить, там, постирать, поубирать, там, ну и так далее.
То есть какие-то ваши такие бытовые вопросы, чтобы закрыть, ну, абсолютно для этого вам женщина не нужна. А вот именно какая-то вот душевность, легкость, да, та взаимная любовь, которую вы ищете, и некоторые, возможно, длительный период вы уже не можете найти, да, вот именно для любви, для отношений женщину, ну, это может вас, конечно же, тяготить, потому что хочется любить и быть любимым, но лишь бы в какую реку вы точно не войдете. Итак, давайте-ка смотреть, мои хорошие, что же за тайная поклонница совсем рядом. Давайте попробуем ее описать. Что это за женщина? Однозначно, она моложе вас. Она такая активистка. Она может увлекаться какими-то видами спорта. Она может ходить на фитнес, там, я не знаю, косметологом. Она довольно ухоженная. Скорее темноволосая проиграется, но опять же это не обязательно, потому что это общий расклад. Она очень подвижная, она коммуникабельная, она хорошая хозяйка, умеет находить общий язык, наверное, просто со всеми. Вот от слова совсем. Она настолько мудрый человек, что, в общем-то, у нее можно только поучиться. Она относится к тем женщинам, которые... Ну, обычно у мужчин, да, вот говорят, такие есть черты. А вот она тоже вот имеет такую черту: вижу цель, не вижу препятствий. Ну, то есть, это касается всего. Вот она поставила по жизни себе цель. Она не успокоится, пока она этого не добьется. Вот такая очень она активная, инициативная, она страстная, она ревнивая, ну, очень подвижная. Она может даже как-то быстро, ну, как, плюс-минус относительно, как-то вот разговаривать, может быть, быстро, да, может как-то ходить очень быстро. Ну, то есть вот эта вот быстрота, этот огонек, да, как говорят, шило в одном месте, ну, это очень хороший такой ее опознавательный знак. Причем она не заморачивается по поводу того, как она вот одета. Да, она за собой следит, это однозначно. Она подтянутая, она ухоженная. Ну, любую женщину, которая за собой следит, видно, да, и по состоянию, там, банально, там, маникюры, педикюры, да, состояние кожи, да, как она за собой ухаживает, это видно. Но вот по поводу одежки, вот она как-то вообще не заморачивается. Это не говорит о том, что она ходит там, достала лохмотья у Шарика из будки, да, и одела на себя. Нет. Вот она настолько, то ли она без комплексов, она, но она не замороченная, да, она захочет, она сегодня будет в бальном платье ходить, да, завтра она спокойно, она может одеть спортивный костюм и пойти, и точно так будет шикарно выглядеть. Как говорят, красоту ничем не испортишь, правда? Я даже не исключу, если она любит даже какие-то вот, ну, по типу скачки. Может быть, она любит лошадей, тоже может проиграться. Либо же она вот скачками занимается, да. Ну, то есть она очень подвижная, она очень активная. Она, если влюбляется, вот, кстати, у вас этот такой опознавательный знак, у обоих может проигрываться. Когда она влюбляется, она готова вот, ну, растворяться, наверное, в мужчине, если так это можно назвать, да, вот служить, по-хорошему служить, не прислуживать, а вот именно служить от души. Она готова делать все то, что мужчина любит. Она готова стараться для мужчины, где-то вкусняшку приготовить, где-то какой-то маленький сюрприз сделать. Она будет и в постели стараться. Ну, то есть она будет вести себя как умная, мудрая женщина в отношениях. Это сейчас я ее немножко так вам в общем описала. Ну и, конечно, она очень хорошая хозяйка, она очень аккуратистка такая, она очень чистоплотная. Так, что же тут между вами будет происходить? Да? Но то, что она вас давно заметила, опять же, мы не привязываемся, да, кто меня смотрит регулярно, я в раскладах не привязываюсь к какому-то одному месту. У кого-то срезонирует по работе эта женщина, у кого-то по соседству, у кого-то где-то там, я не знаю, на даче где-то соседка. Да? Но опять же, это где угодно может быть. То есть вы с ней пересекаетесь. Она довольно так пристально к вам давненько уже присматривалась. И она для себя поняла, что
чем больше она за вами наблюдает, либо же чем больше вы с ней общаетесь. У кого-то, кстати, может проиграться, что это переписка, да? Ну, чем больше вы общаетесь, она все больше начинает вам симпатизировать. Это именно такая ваша тайная поклонница, потому что она старается особо не показывать. Вот она как-то это держит в душе. Хоть ей и очень тяжело это все держать, да, ей бы хотелось, чтобы вы проявились к ней. Ну, может быть, это еще отголоски ее воспитания, да, что мужчина должен делать первый шаг, мужчина должен как-то ну, проявляться к женщине, да, то есть не женщина бегать за мужчиной, а совсем наоборот. Поэтому она особо не показывает свою симпатию. Да, вы можете общаться как друзья, как соседи, там, как коллеги, вы можете даже флиртовать, но она старается, ну, совсем так не показывать, вот в наглую, да. Есть женщины, которые в наглую, да, пристают, цепляют, снимают мужчин, грубо говоря. А это нет, это такая тайная поклонница, которая, несмотря на ее такую общую активность, да, она свои чувства к вам держит в себе. Вы для нее мужчина, знаете как? Вот по-простому пытаюсь подобрать слова, чтобы вам так пояснить то, что я вижу. Вот вы для нее мужчина, с которым ей комфортно. Вот в первую очередь ей комфортно как-то с вами общаться, что ли. Пусть это какое-то такое маленькое общение, неважно, по работе, не по работе. Но вот она вот может быть даже чисто по своих ощущениях, да, вот она чувствует, ей с вами легко, ей с вами комфортно. Вы для нее такой мужчина, с которым ей не нужно вообще никак притворяться. Не нужно быть на высоте, не нужно держать марку. Вот она с вами такая, какая она есть. Полностью расслабленная. Вот полностью так ей, знаете, ну так хорошо-хорошо, когда вы общаетесь с ней. Может быть, даже у кого-то это в переписке. Кстати, это может проиграться у кого-то по видеосвязи, там, по телефону, может быть, если вы на расстоянии. Вы можете общаться с женщиной и ловить себя, вернее, она, да, она общается с вами, да, и может ловить себя на мысли, что ну елки-палки, мне с ним так легко и так классно. Причем у кого-то из вас может уже, если вы понимаете, о ком идет речь, у вас может возникать подобное ощущение, да. То есть вы можете не знать, что она запала на вас. Вы можете только догадываться, потому что у вас может быть теплое дружеское общение, либо же там по работе. Вроде бы это какие-то рабочие моменты, но вы можете тоже ощущать, что да блин, да мне с ней как-то вот, ну классно так, да, вот прикольно с ней так общаться как-то. Поэтому обращайте внимание тоже на свои какие-то интуитивные знаки. Что может получить? Ну гляньте, ну мои хорошие, ну свадебка, свадебка. Я не скажу, что вы будете прям торопить события, потому что вы готовы присматриваться к женщине, даже если вы понимаете сейчас, о ком идет речь. Она бы хотела, конечно, добавить скорости в ваши отношения. Она бы хотела, конечно, быстрее с вами сближаться, но вы будете своей какой-то внутренней такой серьезностью, внутренним таким цензором, наверное, да, вот вы будете очень так, ну, степенно, очень обоснованно подходить к этим отношениям. Ну, во-первых, вам не хочется пережить опять-таки ту боль, которую вы переживали в прежних отношениях. Ну и, конечно же, для вас нужно время, чтобы, в общем-то, в каком-то смысле ваше сердце оттаяло, чтобы вы открылись. Потому что, да, вам может быть хорошо с женщиной, но все равно душа-то немножко закрыта, да, у кого-то она может закрыта на замок. Поэтому для вас нужно время, чтобы открыться. А так, в принципе, вы можете, вы сами это видите, да, у нас свадебная карта. Вы спокойно можете с этой тайной поклонницей, да, это пока она тайная, но вы можете так развить события, что вы дойдете просто до свадьбы. У кого-то действительно это проиграется, кстати, что это может быть, ну, хоть и
ну, я не знаю, там, может быть, она продавец в магазине, но где-то это место, куда вы приходите. Это может быть аптека, магазин, там, я не знаю, парикмахерская, ну, вот какие-то такие вот финансовые, там, где вы с финансами, да, вот финансами вы рассчитываетесь. Вот мне идет вот финансы, да, то есть какая-то услуга, вы заплатили за что-то, да, и ушли. Вот, ну, как-то так вот может проигрываться, это не обязательно, что вы там с ней работаете. Поначалу вот мне показано, что вы не будете открывать всего, ну, всего себя. Это та самая ваша, может быть, подозрительность, да, недоверие, потому что пока вы присматриваетесь, пока вы не будете уверены, что вот она та самая, вы не откроете ни душу, ни сердце, ничего, и кошелек тем более, да, потому что вы готовы тратиться именно на человека, который по-настоящему вас примет в свою жизнь, с которым вы почувствуете некую взаимность. И вот только тогда вы открываете уже, ну, все, и душу нараспашку, и кошелек нараспашку, потому что это будет у вас особое состояние, когда хочется вкладываться в женщину, да, вкладываться ресурсами, временем, вниманием, ну, всем, чем только можно. Поэтому здесь будет такая неторопливая история. Вы можете уже, может быть, кто-то уже понимает, напишите, если вы понимаете, о ком сейчас идет речь, то, в общем-то, вы в любом случае поймете, вы не поймете, да? В любом случае вы не будете торопить события. То, что у вас есть все шансы быть вместе, это 100%. Но уже жениться или не жениться, это уже вы решаете сами. Будет много романтики в ваших отношениях, будет много красивых таких моментов, которые вы сможете, наверное, рассказать с легкостью внукам. Это будут отношения, в которых вот будет вам, знаете, вам будет просто настолько в них, наверное, комфортно, настолько это будут какие-то внутренние такие гармоничные такие отношения, что вам другие женщины просто даже не понадобятся. Потому что я вижу, что за некоторыми из вас бывает приударяют женщины. Вы это знаете. Но как бы за вами ни бегали в дальнейшем дамы, вы просто их либо не будете замечать, либо как-то их так культурно удалять из своей жизни, да, потому что вы будете очень сильно беречь вот этот ваш такой маленький мирок двоих, ваш островок двоих, да. И знаете, я просто уверена, что, ну, судя по раскладу, что у вас все получится с этой женщиной. И пока она находится в статусе тайной поклонницы, но я думаю, постепенно все-таки она может перейти в статус вашей жены, либо же любимой женщины. Поэтому все у вас получится, все будет у вас потрясающе. Слушайте себя, слушайте свое сердце, свою интуицию. И да будет так, пусть счастье придет в вашу жизнь. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!